Здравствуйте, вы смотрите «Территорию гласности». Я, Нателла Болтянская, представляю Владимира Познера. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорим мы с вами, как водится, о процессе. И у меня к вам вопрос, Владимир Владимирович, который, в общем, можно квалифицировать как хамский. Почему вы сюда пришли? Потому что не прийти я не мог, вот если ответить совсем коротко. Я неоднократно высказывался по поводу того, что происходит с Ходорковским, но говорил в частных разговорах с людьми. Меня никогда никто не спрашивал об этом в эфире. Но коль скоро предложили такую возможность, я счел, что я должен это сделать. Я расцениваю этот процесс как чисто политический, или сугубо политический, как угодно. И поэтому меня, даже не знаю, какое слово тут употребить, задевает, возмущает, вводит в депрессивные состояния, вот все, что происходит. Потому что я понимаю, что все, что говорится, не имеет отношения к основе. А основа политическая. Меня, как я уже сказал, очень беспокоит тот факт, что политический процесс проходит под таким общим заголовком нарушения экономических законов, сначала ухода от налогов, потом кражи нефти, когда на самом деле подоплека совершенно другая, в этом я абсолютно убежден. Ну вот это и меня и... А вы бы ее могли охарактеризовать, эту совершенно другую подоплеку? Во-первых, хочу сказать, что ведь олигархов больше нет. Если только понимать это слово в его истинном смысле, потому что слово это греческое, древнее. И олигарх – это человек, который не только богат, но имеет политическую власть. Ни Ходорковский, ни, конечно, там, не знаю, Потанин, ни Прохоров, никакой политической власти у них нет. У них есть деньги. Это называется магнат, как угодно можно называть. Но были они, конечно, были. И они были до прихода к власти Путина. Они имели большую политическую власть. Я некоторых из них довольно близко знал, в частности, Березовского. И да, это были олигархи. С приходом к власти Владимира Владимировича Путина это стало меняться. И были предложены определенные правила игры, как я это знаю. Правила такие. Мол, мы, власть, знаем, как вы свои деньги заработали. Мы не будем к этому возвращаться. Зарабатывайте и дальше. Но не влезайте в политику. Не влезайте в политику. Более того, это было сформулировано на так называемом шашлычном пакте, да? Ну, так говорят. Я не был на этом пакте, но будто бы он был, и я полагаю, что это так. И тогда вот больше ничего. Значит, насколько мне понятно, а вообще довольно понятно, Михаил Борисович с этим не согласился. Хотя формально согласился. Сказал, да, хорошо. Но продолжал, конечно, заниматься политикой, то есть поддерживая своими деньгами тех или иных людей в политике, те или иные партии. Я знаю также, что его предупредили. Мы же вроде договорились. Да, договорились, но продолжал тем не менее. Вот в результате он получил то, что он получил. Ну вот посмотрите, например, адвокат Ходорковского Роберт Амстердам, и не только он один, и многие, кстати говоря, его поддерживают, уверяют, что существуют государственные люди, которые являются прямыми выгодоприобретателями от отъема компании ЮКОС. И считают, что эта подоплека не менее важна, чем та, о которой говорили вы. То есть человек нарушил соглашение, человек лез в политику, в то время как ему сказали не лезть в политику. То есть знаменитый вопрос «Квипродест», кому выгодно, он тоже тут имеет место с точки зрения специалистов. Вы согласились бы с этим? Не знаю. Вот скажу откровенно, не знаю. То, что, конечно, с тем, что произошло, какие-то люди, разумеется, очень много чего получили, это да. Но является ли это главным, так сказать, вот поводом для всего происходящего? Миллионная компания, как не сказать, миллиардная? Я не могу сказать этого. Понимаете, вот я, может быть, даже в этом смысле очень уж какой-то консервативно старый человек, но я люблю иметь доказательства. Соображения, да, это может быть, это совершенно очевидно. Но сказать, что я знаю, что это именно так, не могу, потому что не знаю.
Ну, а скажите, пожалуйста, почему, с вашей точки зрения, так подготовлен процесс? Свидетели обвинения де-факто становятся свидетелями защиты, потому что, ну, не могут они, отвечая ни на какие вопросы, предъявить доказательства того, что нефть украли. Я думаю, что не могли получше. Я думаю, что вообще наша прокуратура пока еще не способна работать по-настоящему профессионально. Ведь она прямая наследница, что ли, той прокуратуры, которая существовала в советское время, где ничего не надо было доказывать. Достаточно было прокуратуре сказать: виновен. Все, ничего больше не надо. Это было, ну как с этим можно поспорить? Это партия, это власть, значит, это правильно. Мне кажется, что эти люди вообще так и не научились аргументировать. Мне кажется, что все продолжается. Вы знаете что, мне даже показалось, что это не просто продолжается, а мы имеем довольно печальную историю. С одной стороны, существует процесс, который, как бы так сказать, откликается, отклики на который есть как будто бы в пределах Садового кольца. С другой стороны, как бы желающий посмотреть, пожалуйста, посмотреть территорию гласности, ради бога, заглянуть на сайт ходорковский.ру, пожалуйста, почитать новую газету с отчетами о процессе и другие издания, которые дают. То есть, как бы так сказать, происходит некая акция на глазах у изумленного или неизумленного, или равнодушного общества, которое Васька слушает да ест. Нет, это происходит в тех средствах массовой информации, которые смотрятся или читаются, или слушаются очень небольшим количеством людей. И, кстати говоря, в этом проявляется цинизм власти в вопросах, ну, будем говорить так, свободы средств массовой информации, свободы слова. Если это касается небольшой группы, да пускай говорят что угодно. Они могут ругать Путина, Медведева, поносить их. Это очень точно рассчитано. Но как только это, так сказать, выход мог бы быть на большое количество, этого не будет. В этом игра. Ну а как быть, например, с результатами опроса, скажем, Левада-центра, которые показывают, что за годы, уже годы этого процесса Ходорковского отношение к нему сильно изменилось? И изменилось в лучшую сторону. Да, потому что мой любимый за все времена государственный деятель Авраам Линкольн когда-то сказал замечательные слова. Он сказал: можно дурить мало народу много времени, и можно дурить много народу мало времени, но нельзя дурить весь народ все время. Все-таки в конце концов какие-то вещи просачиваются таинственным образом, но доходят так или иначе до все большего и большего количества людей. Это и происходит. А скажите, пожалуйста, возможно ли что-то сделать той части общества, которая считает... Вот, знаете как, надо ли объяснять, что там, я не знаю, ситуация в Бутово или ситуация нынешняя с Речником и ситуация с ЮКОСом, ведь это на самом деле звенья одной и той же цепи. Надо объяснять. Надо объяснять. Кто возьмет на себя эту функцию? Вопрос не в том, кто возьмет эту функцию. Вопрос в том, дадут ли. Дадут ли. Потому что, чтобы вот эту цепочку провести, в конце концов, куда она приводит? Она приводит в очень высокие эшелоны власти. Значит, опять, если мы захотим это сделать здесь, нам дадут, конечно же. А вот на Первом канале? А если я захочу это сделать на Первом канале, нет, не дадут. Я это понимаю прекрасно. Это и есть вот та политика, которой пока придерживается. То есть не вообще запретить, вообще никакой новой газеты, никакого «Эхо Москвы», ничего этого нет и все. Это все-таки более тонкий расчет, потому что для подавляющего большинства населения это не доходит. Ну и все. И ради бога. И гласность вроде бы есть, и свобода слова. Что вы возразите? Разве вы не можете говорить? Можете. Не можете на Первом канале. Ну и что? Это же еще ни о чем не говорит.